Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких ботиночек, идею которых мне подкинула наша постоянная подписчица Анна. Вот она прислала мне такую фотографию. И я попыталась максимально близко к этой модели связать. И мне кажется, получилось довольно-таки неплохо. Так как вы просите всегда подробные мастер-классы, поэтому я записала его в двух частях, очень и очень подробно, от начала и до конца. Это первая часть. Если, друзья, вы смотрите еще это видео как гости канала, и вы еще не подписались, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Нажмите на кнопочку «Подписаться», нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. На эти ботиночки нам понадобится совсем немного пряжи и немного времени. Ну, конечно же, и вдохновения. Итак, начнем. Начинаем с основы, с подошвы. Вот такую подошву я подобрала, мне она очень нравится. Не первый раз ее использую. Очень прочная, красивая, ну и для ботиночек очень хорошо подходит, для спортивной обуви. Пряжа Melissa Sweet. Вот такого красивого, такого розового цвета, 75 грамм, 168 метров, 100% акрил. Вот, но мне цвет очень понравился, просто зашел, красивый. Крючок буду пробовать 2,5 и 2,25. Думаю, что все-таки буду 2,25 вязать, чтобы вязание ложилось красиво, чтобы было ровненько. И начинаем с обвязки подошвы. У меня вот здесь по всей окружности пробиты отверстия на подошве. Расстояние между отверстиями 1 сантиметр. И я начну вот где-то вот так отсюда. Вот где у нас закругление на пятке заканчивается. Отсюда я буду начинать обвязку. Это внутренняя сторона подошвы. Если будет здесь какая-то ошибка, то в принципе ее не будет видно. Итак, начинаем. В каждое отверстие я провязываю по 3 столбика без накида. Конец нити вяжу, чтобы ее не обрезать. Вот в первое отверстие я провязала 1 столбик, а со следующего начинаю вязать по 3 столбика без накида. 1, в это же отверстие 2, в это же отверстие 3. 3 столбика без накида. Переходим к следующему отверстию. 1, 2, 3. Продолжаем так до конца ряда. В каждое отверстие 3 столбика без накида. Вот таким образом. Доходим до конца ряда. И вот здесь, где у нас было 1 столбик, довязываем сюда еще 2 столбика. Вот 2 столбик, это первое отверстие у нас было. И сюда же в это первое отверстие довязываем 3 столбик, чтобы в каждом отверстии было по 3 столбика. Теперь в первую петлю этого ряда провязываем соединительный столбик. Дальше воздушная петля подъема и вяжем первый ряд. В каждую петлю предыдущего ряда провязываем столбик без накида. В каждую петельку столбик без накида. Вот таким образом по кругу до конца ряда. Дальше в первую петлю соединительный столбик, воздушная петля подъема. И теперь вяжем чередование длинных и коротких столбиков. Вот здесь у нас обычная петля, а следующую опускаемся на ряд ниже.
предыдущий в ряд обвязки, провязываем столбик без накида. Теперь снова из первого ряда петля, столбик без накида, следующая на ряд ниже, столбик без накида со второго ряда от верха. Вот таким образом чередуем. Вот здесь от центра у меня 3 отверстия, на 4-м я начала. Сейчас от центра подошвы в эту сторону 3 отверстия, на 4-м поставлю маркер. Это петля, до которой я буду сейчас вязать вот этот ряд. Начинаем вязать пяточку. Вот маркер на месте. До этой петли вяжем. Так. И провязываем дальше точно так же, как мы вязали. Из первого ряда столбик без накида. Будем их чередовать из первого ряда со второго ряда. Опускаемся вниз. То есть берем петлю через ряд. Снова из первого ряда со второго ряда. То есть мы один столбик провязываем из петель первого ряда, а второй столбик провязываем из петель ряда обвязки. Чередуем их через один. Это будут у нас короткие столбики и длинные столбики. Нижний ряд, ряд обвязки, мы видим количество петель. То есть у нас в каждое отверстие провязано 3 петли, 3 столбика, поэтому очень хорошо ориентироваться. Сейчас возьму поближе, попробую вам показать, чтобы видно было. Вот из первого ряда я взяла петлю, теперь опускаюсь вот сюда вниз, где у нас ряд обвязки. Это длинный столбик. Теперь снова из первого ряда короткий столбик. Все время столбики без накида. Разница лишь только откуда мы берем, куда вводим крючок, в первый или во второй ряд. Вот, и у нас получается, видите, такие видно их. Короткие столбики, длинные, короткие, длинные, короткие, длинные. То есть вот так довязываем до маркера. Провязываем короткий. Дальше длинный. Короткий. Длинный. И теперь вот у нас, где маркер стоит, убираем его. Это последняя петля. И мы сюда провязываем последний короткий столбик. Все, закончили. Вот эту петлю, которая у нас сейчас на крючке, мы переставляем на маркер. Вообще много раз показывала этот узор. Посмотрите на канале, если здесь непонятно, в других видео. Я много раз вязала такую пятку на мокасинах, на разных, то вы можете их посмотреть. На ботиночках везде провязана эта пятка. Теперь от первой петли вот отсчитываем 1, 2, 3 петли вперед и начинаем вязать. Нить мы протянули от маркера, видите, мы ее не обрезаем, вяжем все время по лицевой стороне. 3 петли вперед отступили. Нить эту мы сейчас будем ввязывать внутрь вязания. И так как первый у нас короткая получается, следующий длинный столбик. У нас получается 3 как бы столбика. Первый, который мы начали вязать, второй длинный и третий короткий. И мы дошли до первой петли предыдущего ряда. То есть провязали 3 петли, 3 столбика впереди. Добавили их как бы к этой пяточке. И теперь первый у нас в предыдущем ряду был короткий. Теперь
вяжем над ним прямо вяжем длинный столбик, то есть опускаемся на ряд ниже через ряд. Вот здесь первая петля затянута, ну ничего, мы найдем. Вот, и следующая у нас была длинный столбик, да, в предыдущем ряду. Над ним вяжем короткий. Теперь будет все просто. Мы вяжем в шахматном порядке. Там, где у нас были длинные столбики, над ними вяжем короткие. Из петель вот этого первого ряда прямо над самим столбиком провязываем короткую. Вот тут короткий столбик. Что такое, мне так туго я связала вот здесь, что я не могу даже войти. Тем более крючок у меня 2,25, очень тоненький. Теперь над коротким столбиком длинный вяжем, опускаемся на ряд ниже. Над длинным снова короткий. И над коротким длинный. Вот таким образом, чередуя в шахматном порядке. Не забываем вот эту нить, которую мы протянули, она должна быть ввязана, чтобы потом не болталась там с изнаночной стороны. Вот видите, получается в шахматном порядке. Продолжаем вязать до маркера. Видите, такой как бы узор получается. Длинный, короткий. Вот сюда довязываем. Вот, подходим к маркеру. Здесь у нас, смотрите, сейчас длинный столбик. Опускаемся на ряд ниже. Дальше у нас идет короткий столбик. И теперь там, где у нас маркер, там мы провязываем длинный столбик, но с петлей, которая у нас на маркере. То есть вытянули нить. Теперь сняли петлю с маркера на крючок. У нас на крючке 3 петли. И вот эти 3 петли мы провязываем вместе столбиком. Все. Теперь добавляем 3 столбика, короткий, длинный, опускаемся вниз, и 3 короткий. И вот эту петлю последнюю снова ставим на маркер. С той стороны мы добавили 3 петли вперед, да, и с этой стороны мы на 3 петли продлили ряд. Нить возвращаем в начало ряда. Прокладываем ее вот таким образом аккуратненько, чтобы она по размеру была. Теперь отступаем 3 петли от первой петли. 1, 2, 3. Начинаем вязать. Привязываемся. Столбик без накида у нас получается обычный. То есть мы его считаем за короткий. Следующий у нас будет длинный, из петли второго ряда от верха, то есть опускаемся через ряд, вот сюда, в ряд обвязки. Это длинный столбик. И 3 у нас короткий из предыдущего ряда. Берем петлю и провязываем столбик без накида. Доходим до первого столбика предыдущего ряда. Теперь у нас длинный над коротким. У нас всегда ряд начинается с коротких. Над длинным провязываем короткий. Над следующим коротким провязываем длинный. Если здесь не будете пропускать вот эти столбики предыдущего ряда, то будет все очень красиво ложиться. Пяточка будет вывязана правильно. То есть здесь надо не пропустить и не провязать лишних. Мы видим в предыдущем ряду длинный столбик, значит над ним вяжем короткий. Видим короткий, значит над ним вяжем длинный. Все, тут все очень просто.
И видно хорошо, когда вы вяжете. Довязываем сюда, отступаем 3 петли вперед, опять сюда 3 петли, и вот так продолжаем вязать вперед ряд за рядом. 3 петли вперед, провязываем 3 столбика и 3 петли в конце ряда довязываем 3 столбиками. Вот такая пяточка. Считаем, сколько рядов. Всего я провязала 10 рядов. То есть 10 рядов я продвинулась вперед на 30 петель с обоих сторон. Теперь я нить в начало ряда возвращать не буду. Я снимаю ее на крючок и продолжаю вязать дальше обычными столбиками без накида, уже не по рисунку, а просто из петель предыдущего ряда. Провязываем всю переднюю часть до вот этой задней части на той стороне столбиками без накида обычными. В каждую петельку столбик без накида. Здесь уже никакого рисунка мы не используем. Сейчас мы вяжем вот здесь впереди несколько рядов для подъема, чтобы вот это вот наше изделие потом не затягивалось на пальчиках, чтобы было хорошо. И смотрите, я буду вязать 5 или 6 рядов. Если подъем очень высокий, вы будете вязать больше. Доходим вот до этой стороны, провязали, и теперь вяжем узорчик. Вот до последней петли дошли, делаем воздушную петлю подъема, одну петлю пропускаем в начале и провязываем столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля, накид, одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. Одну петлю воздушная, затем накид, одну петлю пропускаем, накид забыла, сделали воздушную петлю, накид, одну петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. Вот видите, вот таким образом воздушная петля. Здесь у нас одна воздушная петля, и здесь мы пропускаем одну петлю, во вторую столбик с одним накидом. Получается у нас вот такая клетка. Очень красиво. Вот таким образом довязываем вот сюда до конца. В конце ряда последние, вот здесь провязываем столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля, одну петлю пропустили и продолжаем вязать столбики без накида. Здесь уже последний будет столбик без накида. Вот такая у нас обвязочка красивая получилась, видите? Очень здорово. Вяжем опять вот здесь столбики без накида и затем вяжем следующий ряд. Идем по переду столбики без накида. И теперь под каждую воздушную петлю провязываем 2 столбика без накида. Вяжем только под воздушные петли. Над столбиками не вяжем, а вяжем просто под каждую воздушную петлю 2 столбика без накида. 1, 2. Под следующую воздушную петлю 1, 2. Вот таким образом провязываем весь ряд до переда. Затем по переду снова обычные столбики, доходим сюда и начинаем вязать вот такую ж точно клеточку. Вот, добрались мы до следующего ряда. Провязываем последний тут столбик без накида.
Вот, и начинаем вязать снова клеточку. Вот здесь через одну клетку останавливаемся, еще одну довяжу. И вот когда у нас остается одна клетка, провязываем 2 воздушные петли, делаем накид и провязываем через одну петлю столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид, через одну петлю столбик с одним накидом. Получается, как бы столбики над столбиками становятся. Можно в шахматном порядке их провязать. Это не важно, все равно будет красиво. Одну петлю пропустили, столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропустили, столбик с одним накидом. Доходим сюда, провязываем столбики без накида по переду. И затем обвязку по 2 столбика под каждую воздушную петлю. Вот таким образом. Все, мы закончили. Смотрите по подъему по своему. Может быть, еще надо будет пройти по переду ряд. Но в принципе, я думаю, что достаточно высокий подъем, будет нормально. Здесь провязываем соединительный столбик, нить обрезаем, вытаскиваем ее на изнаночную сторону и оставляем. Потом мы будем вязать перед, и мы ее вяжем. Вот получается. Теперь ищем центр переда. У меня тут есть отметка прямо на подошве, и прямо над ней я нахожу центральную петлю. Вот таким образом. Теперь от центральной петли 2, 3, 4, 5. Вот здесь начинаем в 6-ю петлю вязать. Отсчитываем 5 петель вправо, в 6-ю я привязываюсь. Вот так протягиваю нить и сразу же в следующую петлю провязываю первый столбик без накида. Вот. 6-я у нас просто для закрепления. 1, 2. Делаем 2 воздушные петли. Теперь 2 петли пропускаем в 3-ю, провязываем столбик с одним накидом. Это у нас петля перед маркером, перед центральной петлей. Столбик с одним накидом. Убираем маркер, это центральная петля. Провязываем 2-й столбик с одним накидом на месте центральной петли. Два. И 3-й столбик в следующую петлю, столбик с одним накидом. У нас получилось 2 воздушные петли, 2 петли пропустили, затем 3 столбика с одним накидом. Теперь я делаю 2 воздушные петли, пропускаю 2 петли, так же как с той стороны, и в 3-ю провязываю столбик без накида. Все, это первый ряд. Теперь обрежу вот этот конец нити лишний. И вот что у нас получилось. Ставим эту петлю на маркер. Будем сейчас вязать сначала только лицевыми рядами. Нить протягиваем в начало ряда. Вперед отступаем 1, 2, 3 петли. В 3-ю петлю начинаем вязать. Привязываемся. Очень маленький крючок для такой пряжи, но ничего, зато хорошо ложится вязка. 1 воздушная петля, и вот сразу под эту арочку мы провязываем столбики с одним накидом. 1, 2, 3. Под арочку 3 столбика с одним накидом провязали. Теперь над вот этими 3 столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. 1,
2. То есть мы провязали 3 подарочку, 2 здесь посередине, это уже 5 столбиков, и теперь еще 3 под следующую арочку. 6, 7, 8. Последний столбик вяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем ее с маркера, провязываем 2 петли с накидом вместе и затем остальные 2 петли. Делаем одну воздушную петлю и по боковой части 2 петли пропускаем в третью столбик без накида. Перемещаем эту петлю на маркер. Вот видите, у нас получилось всего здесь 8 столбиков с одним накидом. Переставили на маркер, вернули в начало нить. Три петли отсчитали вперед. И начинаем с третьей петли. Воздушная петля. Теперь под вот эту арочку перед столбиками 3 столбика с одним накидом. 1, 2. Не забываем нить вязать, которую мы протянули. 3. Дальше вяжем над этими петлями. Вот везде, где у нас есть петля предыдущего ряда, над столбиками провязываем столбик с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, теперь провязываем под вот эту воздушную петлю 3 столбика. 1, 2, 3 и третий вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем с маркера петлю, провязываем 2 петли и накид вместе и еще 2 петли. Вот таким образом 3 с этой стороны, 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем в третью столбик без накида. Вот я точно ошибку сделала, вам сказала, что там одна воздушная петля в предыдущем ряду, в конце ряда 2 воздушные петли там и 2 воздушные петли здесь. Извините, пожалуйста. Так, вот мы провязали уже 3 ряда, теперь нить возвращаем в начало ряда и снова вяжем, отступаем 3 петли. В третью петлю столбик без накида, затем провязываем еще воздушную петлю под первую, вот сюда провязываем 3 столбика с одним накидом. Дальше идем над столбиками, провязываем столбики. Вот 4. Видите, у нас получается как бы между двумя столбиками провязывается один столбик. 5. Вот как у нас лежат петельки, вот так по ним и идем.
шестой, седьмой, восьмой, девятый. Можете просто между столбиков вязать. 10, если будет так проще. Не забываем про нить, которая у нас сзади. 11, ввязываем эту нить. 12, 13, 14, 15 и еще 3 столбика под воздушные петли. Последние 16, 17 и 18. 18 провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем ее на крючок и также провязываем 2 петли и накид вместе и еще 2 петли. Все. 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью петлю столбик без накида. Вот мы провязали мысок. Вот такой у нас получился. 4 ряда. Все, вот здесь по 3 петли провязываем под воздушные петли. И теперь мы разметку делаем. Петлю ту последнюю на маркер. Здесь отступили 3 петли. И здесь отступили 3 петли. Поставили маркеры по бокам и посчитали петли между ними. И в центральную петлю тоже маркер. Все, теперь снимаем с маркера последнюю петлю. Мы дальше не будем вязать лицевые ряды, будем вязать уже поворотными рядами. И теперь мы переходим к узору, начнем вывязывать вот этот самый ананас, узор называется такой. 3 воздушные петли. Нет, сбоку мы вяжем 1 воздушную петлю, делаем накид. И затем вот сюда, где у нас был первый маркер, мы провязываем в 1 петлю 3 столбика с 1 накидом. Провязали 1 воздушную петлю и дальше в 1 петлю 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. Теперь вяжем 2 воздушные петли. Опять нить расслаивается. 2 воздушные петли. 1, 2. И еще 3 столбика с 1 накидом в эту же самую петлю. То есть мы из 1 петли вывязываем 3 столбика с 1 накидом. 2 воздушные петли и еще 3 столбика с 1 накидом. Все это из 1 петли. У нас получается вот такой веерок. 3 столбика, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с 1 накидом. Теперь 1, 2, 3 воздушные петли. Делаем накид, убираем центральный вот этот маркер из центральной петли и в эту петлю провязываем 1 столбик с 1 накидом, затем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и накид, и в эту же самую петлю еще 1 столбик с 1 накидом. Вот у нас так получилось. 3 воздушные петли,
Видите, вот здесь мы из одной петли вывязали 6 столбиков с одним накидом, между ними 2 воздушные петли. Вот здесь 3 столбика, 2 воздушные петли, еще 3 столбика. Вот так вот. Дальше у нас 3 воздушные петли. Затем столбик с одним накидом в центральную петлю, 5 воздушных петель, и в эту же центральную петлю второй столбик с одним накидом. Думаю, что понятно, да? Теперь опять 3 воздушные петли, 2, 3. Делаем накид, убираем второй маркер с этой стороны. И вот в эту петлю провязываем снова 3 столбика с одним накидом. В одну петельку вяжем 2, 3. Дальше 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же в эту же петлю еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь одну воздушную петлю, точно так, как с этой стороны. 2 петли пропускаем. И в третью соединительный столбик. Вот, видите, вот так у нас получилось. Теперь 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Вот такой ряд у нас получился. Первый. Вяжем теперь следующий ряд. 1 воздушная петля. Делаем накид. И вот сюда, где у нас 2 воздушные петли между столбиками, провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Вот эти части мы будем провязывать одинаково. 3 столбика с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. И сюда же еще 3 столбика с одним накидом. Сюда же под эти 2 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь вот сюда нам надо провязать столбики. Провязываем 2 воздушные петли, 1, 2, и начинаем сюда вязать столбики с одним накидом. 1, вяжем плотненько от самого края. 2, максимально близко. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Они очень плотно становятся друг к другу. 10. Вот, соскочила опять нить. 10. Еще один войдет 11. И еще 2 столбика. В общем, 12 столбиков получится.
Вот смотрите, теперь у меня под эти 5 воздушных петель вошло 12 столбиков. 2 воздушные петли. И возвращаемся вот сюда тоже. Вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Под вот эти 2 воздушные петли. 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом, 3. Все вяжем сюда под эти 2 воздушные петли. Теперь 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом сюда же под эти 2 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязали. Теперь одну воздушную петлю по боковой части, 2 петли пропускаем, 1, 2, и в третью соединительный столбик. Теперь добавляем еще 3 соединительных столбика, 1, 2, 3. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Вот видите, теперь у нас 2 ряда есть, вяжем 3 ряд. Начинаем точно так же. Одну воздушную петлю. Всегда боковые части одинаково вяжем. 1 воздушная петля и делаем накид, и под вот эти 2 петли, которые у нас воздушные есть, между 2 веерками вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. Ничего не меняем. Боковые части вяжутся одинаково. 3, 2 воздушные петли, 1, 2, и теперь еще 3 столбика с одним накидом. Провязали первый боковой мотив. Теперь вяжем воздушные петли, 1, 2, и начинаем вязать вот сюда. Вот здесь вот, где у нас столбики, между ними начинаем провязывать столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, можно прямо над ними вязать, вот над каждым столбиком, и между ними воздушная петля. Над каждым столбиком провязываем столбик с одним накидом, можно между ними вязать. Смотрите, как вам больше нравится. Воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Мы как бы разворачиваем этот веер, чтобы он был шире. Воздушная петля. Над этими 12 столбиками провязываем еще 12 столбиков, но между ними по одной воздушной петле. Получается, что у нас в предыдущем ряду, вот в этом веере, было 12 петель, а в этом ряду у нас уже 24 тут петли будет, удваивается. Столбик с одним накидом, воздушная петля. Столбик с одним накидом, воздушная петля.
Вот над всем этим веерком мы провязали столбики с одним накидом, воздушные петли. Последний столбик провязываем. Вот. Теперь мы делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и переходим вот к этому мотиву боковому. Под 2 воздушные петли 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. Вот вяжем столбики с накидом, 2, 3, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. Думаю, что уже не сложно, я думаю, что вы поняли принцип уже. Наша задача теперь вывязать красиво сердцевину, чтобы она не торчала, вот эта середина, где мы будем вязать ананас. Тут мы будем регулировать воздушными петлями. Вот 3 столбик довязываем. Теперь 1 воздушная петля, 2 петли пропускаем на боковой части, в 3 петлю соединительный столбик. Все, этот ряд мы закончили. Начинаем следующий. 3 соединительных столбика, 1, 2, 3. А вот дальше, друзья, мы будем уже провязывать следующие ряды в следующей части. Вот на этом мы первую часть закончим. Вот такой мы с вами должны получить результат в итоге. Я думаю, что он нам понравится. Друзья, если вам это видео понравилось, мастер-класс был понятен, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы получать напоминания о следующих видео. Заходите на канал, смотрите другие видео, их там более 200 уже. И пишите обязательно комментарии под видео, хотя бы пару слов. Мне очень приятно их от вас слышать. Желаю вам ровных и красивых петелек. Не забывайте писать какие-то пожелания, если они у вас есть. И до новых встреч!